Добрый день! В этом видео хочу рассказать про часто задаваемый вопрос, а что же делать с мыслями во время медитации? Нам их нужно контролировать, либо как-то освободить наше сознание, нашу голову, как сделать так, чтобы мыслей полностью не было. Что же нам делать во время медитации? Потому что мысли приходят и уходят. И можно ли остановить вообще мыслительный поток? И сразу же спойлер такой к этому видео, что же нам нужно делать во время медитации? Это распознать мысль, осознать и отпустить эту мысль. Вот я сейчас сказал 3 слова, и они очень емкие, и они очень серьезные. И, возможно, сейчас тяжело будет это вот принять эту информацию, то, что распознать мысль, осознать мысль и отпустить. Ну, теперь давайте я уже распакую эту мысль, и что же нам делать с мыслями во время медитации. Ну, начну я, наверное, с истории. А история такая, то, что Далай-лама во время медитации проводил какую-то практику, он ее завершил, к нему подошла женщина и говорит: Далай-лама, спасибо вам большое, я уже 3 или 5 лет медитирую, и я полностью остановила мыслительный поток, и мне это нравится, вот там настоящая медитация. Далай-лама на нее смотрит, улыбнулся и говорит: а расскажите ваш секрет, расскажите ваш успех. Я уже 30 лет медитирую, и у меня не получается остановить мыслительный поток. Мысли приходят и уходят. И, в общем, это история к тому, то, что вот процесс эволюции нашего сознания, нашего мозга там длится, не знаю, десятки тысяч лет, либо миллионы лет. И то, что наш неокортекс, лобные доли постоянно растут, постоянно трансформируются, меняются. И тут такой, допустим, Иванов Иван Иванович решил помедитировать, прочитал про медитацию, сел в позу лотоса, полулотоса, неважно как. И такой: раз, два, три, мыслительный поток, остановись. Ну, то есть это невозможно. Это борьба с ветряными мельницами. Это как то же самое, когда я только начал изучать медитацию, я читал инструкции, как же нужно медитировать. Сядьте поудобнее, там в удобную для вас позу, расслабьтесь, остановите мыслительный поток. И я такой: так, остановите мыслительный поток. Как его можно остановить? Мысли постоянно приходят. Я постоянно думаю про прошлое, про будущее. Ну, в повседневной я имею в виду жизни. И в медитации то же самое. То есть не бывает такой медитации, когда вы сели как робот, как будто бы так что-то щелкнули, и у вас полностью нет ни одной мысли. И у меня все это не получалось. Вот я садился каждый день, я медитировал там по 3, по 5 минут, но мысли всегда были. И я думаю: блин, я что-то делаю абсолютно не так. Потом я ездил в различные студии йоги, там где были групповые медитации, на ретриты, на випассаны. И я помню, это еще в самом начале своей практики. Я помню, после медитации, допустим, люди делятся, и там первый говорит: так, я вот сегодня медитировал 20 минут, там, или 30 минут, или час. У меня полностью не было ни одной мысли, и у меня тоже не было ни одной мысли, и у меня тоже не было ни одной мысли. Мы там все остановили мыслительные потоки. Я думаю: ну блин, я точно делаю что-то не так. Почему вот все, кто рядом сидят, почему там у всех получается остановить мыслительный поток? Но это, опять же, это была немножко, вот я сейчас это вспоминаю, это было и так, и не так. Это была игра слов, потому что они говорили, многие, вот мои коллеги, с кем я медитировал, про наблюдение, про отпускание этой мысли, про растождествление. А я это воспринимал по слуху. И, может, мне тогда это казалось то, что вот они взяли и остановили мыслительный поток. Как я уже сказал, невозможно его остановить. Это борьба с ветряными мельницами. Иногда, кстати, есть такая небольшая еще уловка, то, что многие стремятся к совершенной, к идеальной медитации. Когда она спокойна, когда вы в своей голове представили, как выглядит идеальная медитация. Когда вы спокойно атмосфере, сели, у вас нет никаких переживаний, тревожности, волнений, и вы классно отмедитировали, и вы к этому стремитесь. Ну, опять же, так не бывает. Медитации все абсолютно разные. Вот опять сейчас приведу свой пример. Вот я медитирую постоянно более 2 лет, и там, не знаю, ну, общее число, там, возьмем 1000, гораздо, хотя на самом деле гораздо больше, там, именно подходов к медитации у меня было. Иногда там несколько раз в день медитирую. Ну, берем 1000 медитаций. И все 1000 вот медитаций, которые я отмедитировал, они все прошли по-разному, абсолютно разные. Не было ни одной одинаковой медитации. И где-то были медитации, где было очень много мыслей. Где-то были медитации, когда было там плохое физическое состояние, самочувствие, когда мысли были плохие, хорошие, там и так далее. Опять же, это я все условно говорю. И такого понятия, как плохая, либо хорошая медитация, либо к чему стремиться, такого, опять же, не бывает. И не бывает одинаковых медитаций. Все медитации абсолютно разные. И вот сейчас мы вернемся к мыслям. Вот все-таки, опять же, вот я новичок,
там Иванов Иван Иванович, хочу научиться медитировать. Я посмотрел, другие люди медитируют, у них классно получаются, и они делятся своими инсайтами, состоянием, там, не знаю, мыслями и так далее. И как сделать так, чтобы правильно и качественно медитировать? Потому что слово «правильно», опять же, оно такое условное, и чтобы не было такого, чтобы в инструкции вам не говорили: первое, что нужно сделать, сесть поудобнее, расслабиться и остановить мыслительный поток. Невозможно. Медитация — это навык. И навык работы с мыслями. И как я уже сказал по спойлеру к этому видео, наша задача заметить мысль, осознать мысль и отпустить эту мысль. Это вот растождествление. И вот это вот уже совершенно другое. Опять же, повторю еще раз. Наша задача в медитации — это просто очень-очень важная такая мысль. Не остановить мыслительный поток. Не что-то пытаться, не знаю, хитрить какими-то уловками, искать идеальную позу, идеальное состояние, идеальное место, идеальное время дня, чтобы мыслей было как можно меньше, либо больше. Опять же, надо не к этому стремиться, надо не этого желать, а нужно работать, потому что медитация — это тренировка, это опыт, это навык. И нужно стремиться к тому, чтобы замечать мысли, распознавать мысли и растождествляться с этими мыслями. Так, понятно или нет, о чем я говорю? Если непонятно, то напишите комментарии, вопросы к этому видео, я более подробно об этом расскажу. И тут, наверное, еще, не знаю, пару лайфхаков скажу. Первый лайфхак: не стремитесь к идеальной медитации. Идеальная медитация у вас в голове, и она, возможно, не соответствует действительности. То, что вы придумали идеальную медитацию, это, не знаю, в идеальных условиях, в идеальное время, но такого не будет. И это уже не медитация, это какое-то стремление, желание, это что-то другое. И потом начнутся мысли, тревоги, почему это была не идеальная медитация, что же мне делать? И теперь вернемся все-таки к мыслям. Опять же, такой вот не лайфхак, а вот такое большое, емкое утверждение. Мыслительный поток невозможно остановить. И с этим ничего поделать. Да не надо с этим ничего делать. Контролировать также мысли тоже не надо. Залипать в мысли. Вот часто бывает то, что люди залипают в мыслях. Ну, допустим, во время медитации. Что-то вспомнили из прошлого. Что-то мы думаем о будущем, о наших мечтах, о наших целях, о наших тревогах. Что мы, допустим, не знаю, конкретный пример, вы утром сели медитировать, и, возможно, к вам приходит в голову мысли: так, а что же мне сегодня сделать? Нужно ответить вот этому человеку в мессенджерах, сходить купить то-то, то-то из продуктов, на следующей неделе поехать в такой-то город, либо там по работе, либо сразу же обсуждаем, даже не обсуждаем, а анализируем работу, потому что наш ум не скучает, наш ум, наше сознание постоянно нам будет подкидывать какие-либо мысли. И наша задача не бороться и не пытаться контролировать эти мысли, не идти на поводу, не строить эту цепочку связи мыслей, там куда-то вообще улетать непонятно куда. Наша опять задача — это замечать, распознавать эту мысль и отпускать, растождествляться. Делать так, чтобы, вот опять же сейчас такая грубая метафора, грубый пример. Вот наш ум, наше сознание, наша голова, наш мозг, все что угодно. А вот то вот мысль. И наша задача, когда любая мысль к нам присоединилась, и наша задача осознать эту мысль, вот она, мысль, и растождествиться с ней, наблюдать ее уже потом. Понятно или нет, о чем я говорю? Если нет, то опять же пишите вопросы, задавайте. А для новичков лайфхак такой: если хотите начать медитировать и смотрите на окружающий опыт и то, что люди говорят, они останавливают мыслительный поток, у них они перечисляют и рассказывают о своем опыте. У каждого будет свой опыт, мы все индивидуальны, у нас у всех разные вводные, наше психологическое, наше физическое состояние, наши ментальные мысли. Просто начинайте медитировать. Для начала осознавайте и распознавайте те мысли, которые к вам приходят, а в будущем с ними наблюдайте их и растождествляйтесь с этими мыслями. У меня, наверное, все. Если остались какие-то вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.